Дмитриев арестованный сидит в тюрьме, ревью раскапывает Сандармох. Тут именно точечный какой-то удар. Там нужно было получить от девочки какие-то показания, их получили. Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии. У Юры 3 года медицинского образования за спиной. Дмитриев, он никогда не был оппозиционером. Тема репрессий сегодня, она какая-то и острая, и горячая. 1500 добавить, то есть еще 1500 расстрелять. За Сталин, Молотов. У меня было ощущение, что просто весь лес, он там кричит. Больше 80 лет прошло? Угу. А вы так вот прям осторожно, как по минному полю ступаете. Карелию вообще где-то с 15-го года так утюжили основательно. Он смеялся все время, говорит, меня или посадят, или убьют. И это очень серьезный запрос. Привет, друзья! Мы в Карелии, в урочище Сандармох. Это бывший расстрельный полигон НКВД, где покоятся останки тысяч жертв сталинских репрессий. Четверть века назад это место открыл вместе с коллегами Юрий Дмитриев. Поисковик, глава карельского отделения общества «Мемориал», человек, большую часть своей жизни посвятивший именно этому, борьбе за восстановление имен безвинно и часто безымянно сгинувших в большом терроре. Мы здесь, потому что на этой неделе Карельский суд вынес Дмитриеву обвинительный приговор. Вы наверняка слышали про эту историю. Мы здесь, чтобы понять, как это связано с Сандармохом, со сталинскими репрессиями и с тем, что происходит в России сейчас. Давайте представим один из вечеров жителя мегаполиса. Сначала прокладываем путь домой с помощью карт. Затем заказываем себе ужин на дом и оплачиваем его картой. Ну и выбираем в приложении фильм на основе рекомендаций. Вуаля! Можно отдыхать после трудного рабочего дня. Но все это было бы невозможно без работы дата-сайентистов. Она окружает нас буквально повсюду. Именно поэтому спрос на этих гениев нейронных сетей очень высок. Дата-сайентисты действительно нужны во всех сферах бизнеса. От маркетинга и продаж до разработки продуктов, от финансов и управленческих решений до обычного ритейла и услуг. И если вы решили познать азы этой профессии, то я рекомендую вам онлайн-школу Skill Factory. Skill Factory предлагает сразу несколько курсов для обучения Data Science. Более основательный для тех, кто хочет освоить новую профессию, и курс для тех, кому нужно как можно скорее освоить базу и улучшить резюме крутыми навыками работы с большими данными. Основа программирования на Python, математика и статистика, Deep Learning, Machine Learning, менеджмент для Data Science, одним словом, практика без воды. Комьюнити профессионалов и поддержка наставника на протяжении всего обучения обеспечены вне зависимости от того, какой курс вы выберете. Также у Skill Factory есть карьерный центр, где успешным студентам помогут с трудоустройством в самые крупные и передовые компании. Переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее о курсах Skill Factory. А промокод «Редакция» даст 50% скидку на покупку курса до 10 августа. А еще, если вы успеете купить курс до конца месяца, то примите участие в розыгрыше нового MacBook Air. Торопитесь. Познакомились с ним в конце 80-х годов, когда вместе пришли в Народный фронт Карелии. Это было такое достаточно массовое демократическое движение на излете Советского Союза. А чем он, в принципе, занимался в те годы? Он работал, он был рабочий, если не ошибаюсь, банно-прачечного комбината. Серьезно? Да, но вот был достаточно активным человеком. Я впервые увидел Дмитриева как поисковика, наверное, в начале 90-х, когда в Петрозаводске в районе Соложгоры обнаружили захоронение жертв репрессий. Юрий Алексеевич Дмитриев в первый день памяти новой России в 1991 году, в день политзаключенного СССР, который стал Днем памяти жертв политических репрессий, 30 октября,
он организовал в Петрозаводске невероятное, я считаю, почетное захоронение около 400 останков расстрелянных. И там с тех пор мемориальный комплекс с именами. Вот это его самое важное. А потом, конечно, была находка Сандармоха. Были эвакуированы, все потеряно. Что такое Сандармох? Это лесная дорога, вот она идет, по сути дела, просека. И по обеим сторонам от нее надгробия, памятники, мемориальные таблички. Вот видите, казакам расстрелянным. Там вот дальше со звездой Давида памятник. Вот это, видите, надпись «Сынам Грузии». Там дальше пару памятников украинцам, католикам, полякам, вот азербайджанцам, расстрелянным здесь. Там вот напротив памятник чеченцам. Все они полегли в эту землю. Так что здесь, как тогда говорили, весь коммунистический интернационал. Или когда-то, как тоже говорили, весь советский народ. И мемориал здесь вот за последние четверть века, который возник, он тоже во многом народный, потому что некоторые памятники ставили централизованно, вот там большой на въезде, вот эти вот столбцы, их почему-то называют столбцы-голубцы, более-менее централизованно. Но маленькие памятники, маленькие таблички, особенно вот прям когда на деревьях, видите, вот так вот прибита фотография с именем, это, конечно, просто родственники, узнавшие, что здесь погибли их близкие, приезжают и сами оставляют такие таблички, ну, чтобы было хоть какое-нибудь подобие могилки. Это же Дмитриев нашел Сандармох, по большому счету. То есть они же поехали в 97 году в совместную экспедицию рука об руку с Ленинградским мемориалом. Он вообще сказал Флиге, что это пустая затея, то, что вот они едут вот в этот Сандармох. Тогда это еще не был Сандармох, тогда это был поворот на 16 километре. Да. Он сказал, что это все фигня, то есть вы там ничего не найдете, у него есть там другое место какое-то. Вот. Понимаете, дело в том, что мы очень академические люди. И Вениамин, и я, и у нас все, знаете, в клеточку. Значит, вот вышли на правильное место, да, здесь карьеры, здесь дорога, все замечательно. И, как говорится в старом анекдоте, от обеда до забора. Вам Значит, же были видны солдаты, да? Да. Очень помогала Медвежьегорская администрация. Привезли солдат, эти солдаты начали копать. Сперва они страшно боялись. Ну, стрёмная работа копать землю, а если там эти... Мы решили, что мы идем системно. Ну, то есть площадь примерно 1 Квадратный гнездовый километр. стос. Да. Вот. А у Юры совершенно не такой характер. И поэтому Юра тут же начал наворачивать круги. А он от вас отошел и ушел куда-то в лес? До 300 метров, 400 метров. А он был с дочкой, да? С Катей? Да, Катя около нас крутилась. Я помню, что мы приехали, мы поехали в какой-то лес для меня, да, казалось. И мы искали. Я помню, что взрослые спорили там между собой, где надо искать конкретно это место. Кто-то говорил там в одну сторону идти, там, например, Ирина, да? Папа да, она говорила карьер там, да. Папа утверждал, что нет, надо идти в другую сторону. Мы, в общем, разделились. Он пошел один. Вот он с собакой, и он бегал кругами, и вдруг он приходит и говорит: слушай, Ирк, мне кажется, что все, я нашел, пошли, покажу, что нашел. Так. И мы проходим вот эти там 300 или 400 метров, и действительно это сосновый бор, а в нем как блюдца такие, знаете, провалы. Вон там дальше пройти можно, там холмов-то. Очень важно вот смотреть на этот лес и, как говорят, мысленным взором убрать все вот эти молодые стволы деревьев, убрать подлесок и увидеть как бы сквозь них, что под ними. И мы увидим
Дмитриев видит ряды прямоугольных проседаний земли, вот примерно вот таких, как мы здесь видим. То есть там была яма, и она была засыпана. Но потом земля просела, неизбежно такое случается. Что это такое? Это расстрельные рвы. Те самые места, возле которых людей убивали и в которые сбрасывали их тела, засыпая землей. Ну, дальше мы вызвали прокуратуру. Потому что, как положено. Если вы нашли человеческие останки, вы должны вызвать прокуратуру. Приехала прокуратура, и дальше совершенно замечательный диалог. Вениамин говорит: зафиксируйте, пожалуйста, массовое захоронение. А прокурор отвечает: это не массовое захоронение, оно не единичное. Дело в том, что у меня папа моего дедушки, получается, по маминой линии, мой прадедушка, был тоже расстрелян. И мой дедушка, благодаря моему папе, наверное, находясь в том возрасте, в котором сейчас мой папа, да, может, чуть помоложе, узнал, где его отец. И первый раз он пришел на могилу. Вот он знает, где это место, да, где похоронен его отец, и что с ним случилось, что его забрали, расстреляли. Он стоял и плакал. И я считаю, что это память, которая стоит очень-очень дорого и очень-очень много. Она очень ценна. Мое самое первое появление в Сандермохе, это со мной произошло что-то, чего никогда не было. Я вошел в лес, это был такой сумеречный, морозный осенний день. Я увидел вот эти поминальные свечи, которые там горели в лесу, да, и вот меня как будто всего перевернуло. У меня было ощущение, что просто весь лес, он там кричит. И я поделился этими ощущениями с Дмитриевым. Я говорю: слушай, вот у меня ощущение, что кто-то там точно из моих лежит. И я ему тогда назвал имена бабушкиных братьев, о судьбе которых мы тогда вообще ничего не знали. Мы знали, что их забрали в 1938 году, и один из них точно был в лагере. Судьба второго, Ивана Суворова, была нам неизвестна. И через некоторое время, это произошло достаточно быстро, мне позвонил Дмитриев и сказал: ты знаешь, я нашел брата твоей бабушки, он действительно лежит в Сандермохе, Иван Суворов расстрелян в начале апреля 1938 года. Он смеялся все время, говорит: меня или посадят, или убьют. Я говорю: что за... все время спрашивала, что за глупости вообще, какие-то мысли такие его посещают. И он мне сказал, что есть те люди, которым не нравится тем, чем он занимается. Он пояснил, что за люди? Раскопками нет, он не пояснял, что за люди. Но я со стороны какого-то может, юношеского максимализма или чего-то там кричала: хватит играть Джеймса Бонда. Кому может это не понравиться, да? Я знаю, я была на Днях памяти очень много раз в Сандермохе, да, и я видела людей, очень много, большое количество людей, которые бабушек, да, и родственников всех расстрелянных, которые подходили и благодарили его за то, что у них появилась возможность, они знают, где их родственники. Я говорю: ты делаешь такое великое дело, ты возвращаешь людям память. Кто может быть против? Да, на самом деле, он улыбался, говорит: есть такие, значит, люди. Несколько лет я был к этому уже готов. Единственное, что я понимал, что могут подкинуть на оружие, наркотики, устроить аварию и все такое прочее. Поэтому как-то немножечко остерегался. О таком, так сказать, развороте событий я не мечтал и не думал. Как и большинство драм современной русской истории, это разыгрывается в типовой многоэтажке. В этом доме на последнем этаже живет Юрий Дмитриев. Понятное дело, он сейчас в СИЗО. С 2008-го он живет здесь с приемной дочерью. Он взял ее из детдома. Это была длинная история. Не хотели сразу ему
давать ребенку органы опеки. На тот момент он женат, они вместе с женой принимают это решение, но потом, как это часто бывает с детьми из детдома, все оказывается сложнее. Жена даже предлагает вернуть девочку назад, и на этой почве Дмитриев с женой расстается. Он же сам детдомовский, Да, и да. это было Ну мотивацией и мы важной. уже... Это была очень важная мотивация, потому что, ну, мы выросли уже, да, дети, и ему хотелось подарить кому-то, ну, какому-то ребенку, да, еще, ну, жизнь, Семью. там, дать семью, да. Ну, знаете, она была... Первое, что бросалось в глаза, когда увидела, она была очень худенькая. Вот в 14 году она была очень худенькая. При этом я узнала, что она занимается еще спортом. Каким? Самбо. Серьезно? Казалось бы, да, для хрупкой девочки. Но он считал, что это укрепит ее здоровье. И, кстати, когда в 16 году, да, его арестовали, она уже так немножко окрепла. Живой ребенок, девочка, всегда с подружками, всегда с этой овчаркой. То есть обычно ничем не... Нет, приветливая, здоровалась. В декабре 16-го, как говорят, после анонимного доноса Дмитриева задерживают и обвиняют в изготовлении детской порнографии. Имеются в виду фотографии его приемной дочери, которые хранились у него в компьютере. Они никуда не пересылались, в интернет не выкладывались. Как объясняет Дмитриев, это был дневник здоровья. Но на этих фотографиях его приемная дочь в обнаженном виде. И предъявлено также второе обвинение в хранении оружия. Имеется в виду ржавый обрез, который Дмитриев притащил откуда-то из леса и который валялся у него дома. Я болела тогда, у меня была очень высокая температура. Я находилась дома. Мне позвонил папа и сказал, что он находится в Следственном комитете. Я у него спрашивала, что происходит там вообще. И он мне говорит, меня обвиняют в изготовлении каких-то фотографий в интернет, я что-то выкладывала. Я сама понимаю, что он вообще сам ничего не понимает, что вообще происходит, какой интернет там, да, какие фотографии. И я была в шоке. И он мне такую фразу сказал: от 8 до 15. Я сидела, и у меня был такой шок, что, я думала, дней от 8 до 15, его сейчас закроют там на какие-то сутки, от 8 до 15 дней. Для меня это был удар. Я расплакалась, я говорю, какие дней? Я у него спросила, что дней, он говорит, лет. Я сходила с ума, а он просил, чтобы я нашла на... И тут же я пробежала к ним, но дома нет. Мне, значит, позвонил папа, сказал, что он до нее дозвонился, и она в реабилитационном центре находится. То есть ее уже забрали? Ее забрали со школы прямо. Они пошли мне на уступки, они мне дали с ней поговорить. Она увидела меня, у нее было столько счастья, она обняла меня, вцепилась там в меня и спрашивала все время, где папа. Почему папа за ней не идет? Зачем Дмитриев делал фотографию обнаженной дочери? Чем он занимался до того, как решил удочерить, скажем, или взять девочку в приемную семью? Он занимался поисками где-то лет 25 до этого, захоронения, архивы и так далее. Но эти все захоронения, все эти косточки и прочее, все там, у него там 3 или 4 фотоаппарата. Это же экспедиция, по сути, он выходил на месяц, на 2, а потом уже где-то зимой все это материал он обрабатывал. Он снимал все. Он все снимал, потом он разбирал, что к чему, но он снимал, все фиксировал. И надо признать, что это было не зря сделано, потому что где-то месяца, наверное, 4 у него девочка была, если я не ошибаюсь сейчас. Его приглашают в детский садик, он ее отдал. И там говорят, так, Юрий Алексеевич, девочка пришла из дома избитая, в синяках. Сейчас ее направили для осмотра к врачу, но уже она там была опрошена уже там составлено. Да, папа меня бил, такие все вопросы. А потом, когда они пришли к врачу, уже непосредственно там хирург-врач был, я уж не помню сейчас кто, врач оказался более, скажем, такой прагматичный, толковый. Просто взял, женщина была, по-моему, взяла ваточку с водой, по телу девочки протерла. Это краска, в общем, оказалась. Это краска. Потому что его жена, которой он еще жил в то время, она сделала этой девочке горчичники через краску. А утром в торопях увели в садик, и эта краска типографская, она осталась, как форма синяков. Ну и он говорит, после этого я еще тщательнее стал ее... Не тщательнее, а
Он пропускал там месяц, не снимал, может быть, какой-то. Здесь он стал каждый месяц уже, один раз в месяц снимать, потому что говорит, что... Ну, иначе как вот оправдаться? Я знал, что Юра взял ее из детдома с огромным недовесом, худенькую, в запущенном состоянии, одежонки никакой, и с болячками, в очень сложном состоянии. Далее, чего нигде не фигурировало и не подчеркивается в каких-то общих рассуждениях по этому делу. У Юры 3 года медицинского образования за спиной. Я даже не... Я знал, что у есть некоторые какие-то сложности в организме с болячками и так далее. Но какого характера, я никогда не спрашивал. Я просто понимал, что если Юра что-то фотографирует, то именно для того, чтобы быть убежденным, что все будет хорошо, все будет нормально и так далее. Зная его, семью, девочку, не то что никак не подумаешь, что тут даже эта грязь, которую пытаются ему приплести, это абсолютно разнится с этой личностью. Он был настолько увлечен своей работой, мне кажется, когда он узнавал фамилию, с кем он знакомился, у него сразу в голове списки, значит, вот чем он занимался перед захоронениями, поисками. Он тут же, как твоя фамилия, надо поискать, не знаешь своих родственников, я найду. То есть он такой был активный, он всегда, если домой приходила, у него всегда настольная лампа, он за компьютером делает уроки. А что соседи говорят? Как в целом люди Соседи относятся? в целом такого же мнения, как и я. Ну, в шоке, все переживают, да. Мне кажется, вот, кстати, на прошлой неделе, когда эти суды-то были 3 дня, здесь прорывались федеральные каналы, стучали по всем дверям, провокационными вопросами сразу сходу. А что говорили? Говорили, ну, какие странности вы наблюдали в вашем соседе Юрии Алексеевиче Дмитриеве? Вы в курсе, что он осуждается по таким-то статьям? Что вы думаете? Ну, вот в основном какие странности, так, знаете, с порога. Юрий Дмитриев, которого судят по этому детям, да? Да. И вы вот это все делаете, да? Угу. А вы знаете про него что-нибудь? Да, мне вот если тоже интересно. честно, у меня у знакомого есть гараж, и он с ним общается. И он не верит в это. А почему не верит? Что говорит? Он говорит, что по общению он, в принципе, человек, не способный. Спасибо. Витя, вот что меня поражает больше всего, это равнодушие наших петрозаводчан, потому что, казалось бы, наш, поддержите, придите, ведь никто не верит. Ну вот видите, человек идет и говорит, что... Ну вот, да. Вот и вот дверь, 113. Вот это? Да. Все очень-очень скромно. Он так хотел ремонт сделать, он делал ремонт. К сожалению, на следующий день поехал за обоями. Возможно, самая удивительная страница этой истории была открыта 5 апреля 2018 года, когда судья Марина Носова, вот здесь вот, вынесла Дмитриеву оправдательный приговор по плохой статье об изготовлении порнографических материалов и признала его, правда, виновным в хранении незаконного огнестрельного оружия. За это ему дали 2 года 6 месяцев ограничения свободы. И с учетом того времени, что Дмитриев уже отбыл в СИЗО, ему оставалось ограничение свободы 3 месяца. Но, забегая вперед, скажу, что он примерно столько и пробыл на свободе до следующего ареста. Поздравляем! 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 Знаете, я в тот момент, наверное, верила в оправдательный приговор, потому что его отпустили. И на приговор он уже пошел из дома. Да, и Он был под подпиской, да? Он был под подпиской, и он пошел на приговор из дома. И у меня уже была такая надежда, но тем не менее шок я испытала полнейший. Я стояла и молилась прям, чтобы дай Бог оправдательный приговор. И когда он вышел с этим оправдательным приговором, это, конечно, было... Вы знали, да, что в России меньше 1% оправдательных приговоров? Я вообще раньше этого не касалась, не читала никакие, и вообще не сталкивалась с этим. Потом уже стало как бы. Но это был на самом деле такой приятный шок, приятное удивление. Но, если честно, я не успокоилась. Тогда я не расслабилась. А как вы думаете, что вот было ключевой причиной, что все хорошо кончилось? Ну, потому что ничего такого плохого не было. Сейчас очень большое значение имеет персона судьи, кто рассматривает. Кто не потерял понятие о чести,
о достоинстве, о мантии судейской. Для чего вот здесь? Что за персона? И здесь совпало, что, ну, это не секрет же, что это судья Носова, вот Марина Анатольевна. Она вынесла приговор по совести, по чести, по закону и по справедливости. И что с ней? Она работает? Ну, она работает, конечно, но, так скажем, она, я полагаю, наказана, потому что все документы были уже для того, чтобы она была переведена членом республиканского суда Республики Карелия. Вот. Ну, здесь, в Москве, ее затормозили, так скажем. Нашли причины. Вот я полагаю, что это сделано только вот из-за того, что она вынесла такой приговор. Потому что потеряла должность и прокурор города. Ну, там изобразили так, что якобы вот она пошла в предпринимательство, там директора какого-то генерального, там, гостиницы, там чего-то такое. Конечно, он надеялся, что когда-то при возможности дочь будет с ним. Я вижу, что он поработает, и опять его эти мысли, и он опять ходит, думает. Я ему посоветовал заняться ремонтом квартиры. Знаете, ремонт, он очень рукастый человек, может все. Это в какой-то степени отводит в сторону. Ну, тогда на это переключился, правда. То обои клеит, то что-то еще делает, шкафчик мастерит, потом к компьютеру переходит туда-сюда. И вот я обратил внимание, с ним не говорил об этом. Я не люблю задавать вопросы никогда, обычно слушаю людей. Я просто наблюдал, смотрел, видел, как он мучается. Он комнату не трогал до конца ремонта. Он ничего в ней старался не менять. Вот игрушки, фотографии, портреты, кроватка. Почему, как вам кажется, сейчас его приемная дочь дала показания против него, насколько я знаю? Я не знаю, что там происходит. Я могу вам только сказать, что все время, пока вот он сидел до оправдательного приговора, мы поддерживали с ней связь. Я писала, как она сильно любит папу, и она не понимала вообще, что происходит. В какой момент это изменилось? 5 апреля. То есть его оправдали? В день оправдания, да, заблокировались социальные сети. Как вы это объясняете? Ее бабушка мне не отвечала, то есть как бы я звонила бабушке, и все. Я полагаю, что бабушка прервала все контакты. По собственной инициативе? Не могу сказать, возможно, и нет. Там нужно было получить от девочки какие-то показания, их получили. Этих показаний оказалось достаточно для того, чтобы вот она, арестовать Юрия Алексеевича. Он же был на свободе после приговора, как вы знаете, да? Поэтому я скажу одно, что мое мнение как адвоката, защитника, вот эта статья, которая появилась новая, я не могу сказать многого, но вот эти все показания, которые из девочки удалось получить, я скажу так, даже неправедным путем, они не дают какого-либо вот такого четкого, ясного мнения, что ли, можно вынести, что да, Юрий Алексеевич вот это делал, именно совершал для удовлетворения, скажем, своих сексуальных потребностей. В этом же он обвиняется. Хотел бы я видеть, каким образом она это говорит. Как это все происходит. Даже съемка вот того, как она на что-то отвечала, ее снимали, это не было единым свободной беседой, на которой она давала вопросы. Ее выводили, приводили, она плакала, ее возвращали, ее приводили к бабушке, ее обратно возвращали на эти вопросы. Я прошу прощения. Это не, с моей точки зрения, это не опрос, и я не могу дать этому произошедшему оценку, как то, что она дала против него показания. И, собственно говоря, дочь приемную стали вот усердно допрашивать и разрабатывать после того, как он был оправдан. Знаете, в таких местах всегда натыкаешься на какие-то случайные символы. Вот видите, семья Дмитриевых здесь лежит. Понятно, что однофамильцы, но все же. В 2018 году, как раз когда Дмитриева сначала оправдывают, выпускают, а потом снова арестовывают, здесь, в Сандармохе, начинаются новые раскопки. Их неожиданно для многих ведет Российское военно-историческое общество. И смысл этих поисковых работ – доказать, что здесь, в Сандармохе, лежат останки
расстрелянных пленных красноармейцев, которых расстреляли финны. В годы Великой Отечественной эта территория была под финской оккупацией. Ну, это, конечно, крайне печальный сюжет и крайне печальная история. Сандармох тем уникален в нашей исторической памяти о ГУЛАГе, о Большом терроре, то, что у нас, на самом деле, в России сейчас существует только 2 полигона, где мы знаем всех поименно. Это Сандармох и Бутово. Да. И сейчас просто одну историческую память заменить на совершенно выдуманную, вымышленную, ну, это в духе РВИО, конечно, это в духе РВИО, но это, я не знаю, хватит ли у них совести переодеть лагерные бушлаты на красноармейские шинели, да. Сандармох – это четкая, ясная, внятная память со своими такими тонкими линиями и национальными памятниками, и обрядностью. И, в общем, вот в эту очень четкую картину нужно внести какую-то гибридность. То ли тут еще и красноармейцы. А какие, спрашиваем красноармейцы, вы имена можете назвать? Нет. Нет. Как в старом анекдоте: ложки мы нашли, осадок остался. Да. И вот это. Понимаете, и это же происходит не только с Сандармохом. Это сейчас вообще модно носить какую-то гибридность. Представители военно-исторического общества делают первую находку. Предмет чего-то, что можно принять за мох, но поисковики называют это остатками ткани. Руки у них были связаны со спиной, стояли они на коленях перед расстрелом. Предположительно, так как на них остатки шинели у всех одинаковые, зеленого цвета, что это наши военнопленные. Раскопкам РВО предшествуют работы 2 карельских историков и публицистов Юрия Килина и Сергея Веригина. Они как раз и продвигают эту версию, что поскольку финны в годы оккупации использовали для содержания советских военнопленных инфраструктуру ГУЛАГа, доставшуюся им, то логично предположить, что они же здесь, в этой инфраструктуре, то есть в Сандармохе, могли расстреливать советских военнопленных. И тут важная лукавая тонкость. Ни РВО, ни Килин, ни Веригин не говорят, что здесь нет останков жертв сталинских репрессий. Они говорят, что здесь также могут быть останки красноармейцев, и тогда нужно им тоже ставить памятник, говорить про это. И вообще этот вопрос, кто здесь был, чьи останки здесь были найдены, он до конца не исследован, и его еще надо исследовать. Мы, разумеется, попросили всех участников процесса об интервью. И РВО, и Килин, и Веригин, поначалу соглашаясь, потом как-то внезапно и одновременно отказались с нами общаться. Для меня, скажу честно, это странно, потому что, часто бывает, что чиновники отказываются от интервью, там, бизнесмены периодически, но чтобы историк отказался говорить о той теме, которой он занимается, по которой пишет статьи, это очень нетипично. Возможно, это какое-то там плохое отношение ко мне лично. Что называется, не знаю, за что купил, зато продаю. Нам предложили в качестве альтернативы использовать материалы онлайн-конференции РВО, которая прошла этим летом, на которой они подводили итоги 2 лет раскопок. Вот в 2018 году они здесь в Сандармохе копали, и потом еще в 2019 приезжали. Мы используем эти материалы. Найдены были боеприпасы. Их исследование показало, что почти все боеприпасы иностранного производства. Большую часть снарядов и гильз составили американские боеприпасы к револьверу «Кольт». Финская армия использовала это оружие в годы Второй мировой войны, в том числе и на территории Карелии. Так а что здесь? Все расстрелы производились из Маузера, заказаны были в Германии туда. И кольтами вооружен, личными, туда все эти расстрельные команды туда были. Кольт и Маузер, так что там, еще раз, полей там и прочее иностранное производство, Маузер и Кольт, то, чем были вооружены товарищи, которые расстреливали. Про лоскуточек ткани, которые там найдено, и вообще про сам подход поиска, мне кажется, в первую очередь устанавливать цель в этих раскопках, найти подтверждение гипотезы о том, что там захоронены советские военнопленные. То есть, мне кажется, здесь дальше
попытка найти все что угодно, подтверждающее эту гипотезу. Линии финских окопов до сих пор хорошо видны на местности, где проводились расстрелы. Всего на расстоянии 50-80 метров от вот этих расстрельных ям. Поэтому тот тезис о том, что финны не знали о Сандармохе, о захоронении, конечно, не выдерживает никакой критики. Финны совершенно точно не знали про Сандармох, потому что если бы финны открыли это место расстрелов, это был бы большой международный скандал. Они как с Катынью, когда немцы раскрыли Катынь, где расстреляли польских офицеров после 1939 года. То мы можем предположить, что финны бы тоже не стали об этом молчать. Я думаю, это первое, что они бы сделали, они бы рассказали об этих находках. Финны все, практически абсолютно все документировали. Поэтому если бы финны что-то производили, какие-то действия в Сандармохе, да, то это было бы задокументировано. Там были бы фотографии, были бы там акты об исполнении, отчеты. Воспоминания участников. Нет ни одного документа, который бы, финского, который бы свидетельствовал о том, что там были расстрелы. По данным этих раскопок мы не располагаем никакой информации, то есть никаких данных экспертиз, никаких документов у нас нет по этим раскопкам. Так как наш район и город были в период Великой Отечественной войны оккупированы финнами, а в строительстве укрепрайона вокруг нашего города участвовали в том числе и пленные, которые выполняли всю черновую работу, вполне возможно, что после этого их расстреливали. Прямо в Сандармохе? Вот это еще надо выяснить все. В том-то и дело. Я говорю, что много белых пятен. У меня интересное ощущение. Мы с вами говорим про события, сколько уже? Больше 80 лет прошло? Даже 90. Угу. А вы так вот прям осторожно, как по минному полю ступаете. Почему? Ну, вообще, мы, работники музея, должны быть осторожными. Мы не должны вводить в заблуждение своих посетителей. Мы должны опираться на достоверные исторические факты. Мы же храним историю, правильно? Что такое большой террор? О чем мы вообще говорим? Большой террор – это серия операций, которая длилась с 5 августа 1937 года по 16 октября 1938 года. За это время было расстреляно 740 тысяч человек. И вот этот период советской истории называется большим террором. Понимаете, дело в том, что вообще аресты, лагеря, ссылки, депортации сопровождали всю советскую историю. Но были периоды, когда террор доходил до своих пиков. И вот этот период, самый крупный, да, это операции большого террора. На самом деле, в принципе, сталинский террор по отношению к советскому народу на протяжении всего правления, на протяжении всей советской власти, начиная с 1917 года, был довольно велик. И здесь можно вспомнить и операции красного террора, да, когда появились первые концлагеря, и, собственно, Соловецкий лагерь стал логическим заключением красного террора, когда было принято решение о том, что из больших городов всех заключенных необходимо вывести куда-нибудь в отдаленное место, а дальше карательная политика мигрирует в сторону исправительно-трудовой. То есть хватит концентрироваться, пора работать. Заключенный будет делать все, то есть получится государство, небольшое государство в государстве, которое будет полностью обеспечиваться заключенным. Здесь власть не советская, здесь власть соловецкая. Знаменитое изречение, так говорили вновь прибывающим на Соловки. Да. Начальник 10-го управления ГУГУБа по государственным тюрьмам в начале августа высылает соответствующую директиву с тем, чтобы все начальники тюрем пересчитали всех отъявленных контрреволюционеров у них внутри тюрем и составили списки. И уже 16 августа 1937 Ежов выдает лимиты по тюрьмам. И лимит по Стону, по Соловецкой тюрьме особого назначения, составляет 1200 человек. Они должны быть расстреляны. Да, они должны быть расстреляны. Да, это люди по первой категории.
просто хочу показать, как принимались решения о расстрелах. Мы помним, что это называлось «осужденные по первой категории». Вот приходит шифровка, в данном случае из города Калинина, с Твери, что у нас мы судим кулаков по первой категории, и нужно еще 1500 добавить, то есть еще 1500 расстрелять за Сталин, Молотов. Вот пишут из Алма-Аты. У нас был лимит по первой категории 2500, он полностью выбран, просим еще лимит увеличить. Сталин за 3500 дополнительно. Сталин, Молотов, Каганович. Вот точно такая же история, их тут много. Проводим очистку из Красноярска от контрреволюционного элемента, просим увеличить лимит, предоставить дополнительный лимит на 1500 за Сталин, Молотов, Каганович, Ежов, Ворошилов. Вот как это все происходило, как принимались решения. И к вопросу о личной ответственности Сталина, конечно. Вот подпись Сталина, вот подпись Сталина. Везде на этих документах подпись Сталина. Организаторы большого сталинского террора Сталин, Ворошилов, Жданов и Вышинский лежат прямо на самом видном месте в России. Мимо них ходят парадами. Все решения, все о терроре, о том и другом принимались в Кремле, в Москве. А потом, соответственно, по вертикали вниз спускались, и там уже ответственными будут прокуратура, суды, следователи и так далее. И в последнюю очередь в этой иерархии какие-то секретные осведомители там или исполнители приведения приговоров в исполнение. 1116 человек передается в Ленинград на рассмотрение Ленинградской тройки. И буквально за 5 дней, то есть со скоростью 200 дел в день, вот представь себе судопроизводство, уровень судопроизводства, 200 дел в день, все они получают высшую меру наказания. Тройка, это надо пояснить, это не суд, это специальный орган, который может выносить в том числе и смертный приговор. Тройки, как и все в большом терроре, были созданы путем решения Политбюро и действовали с 1937 по 1938 год. Почему план на Соловецкую тюрьму госбезопасности шел через Ленинградскую тройку НКВД? Дело в том, что буквально до июля еще 1937 года, до самого начала большого террора, большой карательной кампании в Советском Союзе, Карелия находилась в оперативном подчинении Ленинграда, НКВД. И даже кадры одни и те же были часто. Менялись, перемещались и так далее. А Соловки в то время находились, это сейчас они к Архангельску относятся, ну сейчас и вовсе монастырь, а в то время это была Карелия. И общая система лагерей, и вся система была карельская, и поэтому, видимо, логично, ну для меня это понятно, рабочая гипотеза, но поэтому был спущен первый план 1200 человек расстрелять по Соловецкой тюрьме госбезопасности через Ленинградское управление НКВД. Важная привязка к географии. Вот мы сейчас в селе Повенец, это меньше 10 километров от Сандармоха. Вот такой удивительный храм здесь недавно построен. Напоминает одновременно лагерный барак и лагерную вышку. Специально так сделано, потому что построен он в память о жертвах строительства Беломорканала, а сам канал вот за этой насыпью начинается. Здесь его первый шлюз и идет туда на север. Вы, конечно, знаете, это одна из первых и печально знаменитых сталинских строек. Всего за 20 месяцев ударными темпами его возводят с 1931 по 1933 год. Строят исключительно заключенные. Специально здесь для этих целей создается Белбалтлаг, один из таких краеугольных камней будущего ГУЛАГа. И все вот это кругом – это сплошные лагеря, лагпункты, какие-то еще спецпоселения, как раньше говорили, лагерной инфраструктуры. И, скорее всего, Сандармох, как расстрельный полигон, он возникает именно тогда, в начале 30-х, как часть вот этой самой канальной инфраструктуры. Когда канал построили, сразу стало понятно, что он экономически неэффективен, что он мелок, узок, и большие суда, в том числе военные, по нему ходить не могут. Солженицын, который много про Беломорканал писал и в этих местах был, в Повенце непосредственно оставил вот такую знаменитую фразу: «В тот день я провел около канала 8 часов. За это время одна самоходная баржа прошла от Повенца к Сороке, и одна того же типа от Сороки к Повенцу. Номера у них были разные, только по номерам я понял, что это не та же самая баржа возвращается, потому что нагружены они были одинаково, сосновыми бревнами, лежалами, годными только на дрова. А вычитая, получим 0.
и 250 000 в уме. Солженицын имеет в виду число жертв строительства канала. Он его сильно преувеличил. Согласно официальным данным, на строительстве погибли 12 с лишним тысяч заключенных. Другие исследователи говорят про 50 тысяч. Юрий Дмитриев говорил про 80 с лишним. Ну, в общем, ясно, что погибли здесь очень многие. И, кстати, по легенде, именно здесь появляется слово «зэк». А означает оно «заключенный каналоармеец». Собственно, уже современные исследователи пытались обнаружить это место. Дело приобрело новый поворот, когда в 1996 году вышла книга одного из отставников ФСБ о палачах НКВД. Книжка полковника отставника ФСБ Лукина «На чекистах крови нет». И там он затрагивает следственное дело чекиста Матвеева. Он специально направлено, он был главой расстрельной команды, специально из Ленинграда, высланного в Медвежьегорск для осуществления, собственно, расстрелов в Сандармохе. Это фантастические совершенно показания Матвеева, да? Когда он объясняет технологическими причинами, объясняет, почему он делает комнату для связывания рук, комнату для связывания ног, почему и сколько человек они грузят в машину, почему они раздевают догола и так далее. И все это, понимаете, как техническое производство. Но вообще, надо сказать, что палачи и расстрельная команда, она числилась, знаете, за каким отделом НКВД? За каким? АХО. Административно-хозяйственный. Да, да. И это, ну, наверное, это самое чудовищное, что было в расправах и казнях. Это хозяйственная составляющая. Он объясняет так, что его послали в командировку. Он просил, чтобы ему дали там столько-то человек в расстрельную команду. Ему дали меньше. Чисто хозяйственный оборот, понимаете? Он объясняет, что от СИЗО, где находились заключенные, до места расстрела было 19 километров. Эти 19 километров нужно было проехать по населенной части. И первый день, 27 октября 1937 года, первый день расстрела Соловецкого этапа, у него была попытка побега. После чего он остановил процедуру казни и взял несколько дней. Возобновил он расстрелы 1 ноября. Да? То есть вот несколько дней он изготавливал вот эти дубины, которыми бил заключенных по голове, и придумал вот это вот раздевание и связывание рук и доставку в нижнем белье. Для чего? Для того, чтобы предотвратить возможность побега. У нас были имена всех 1825 человек соловецких, которые были приговорены Ленинградской тройкой к высшей мере наказания, к расстрелу. А из них 1116 должны были уйти в Сандармох, в Медвежьегорск, но 5 не попали в этот этап. Поэтому оказалось вот такое мистическое число 1111. В Медвежьегорском музее мне сказали, что вот эти 1111 – это то, что мы знаем точно, а остальные не очень понятно сколько, кто и что. При этом я знаю про цифру 6241 человек. 241 человек, которые лежат в Сандармохе и которые известны поименно. Почему такое расхождение в цифрах? Мы искали конкретных людей. Вот конкретно 1111 человек. И шли с этим поиском и дошли до Сандармоха. Но когда Сандармох был открыт, оказалось, что там это обычное место приведения приговоров в исполнение в этом районе, в окрестностях Медвежьегорска. И Юра привязал все имена, которые смог восстановить по архивным данным. Все остальное – это то, что нашел
Юра Дмитриев в архиве и смог написать их биографии, смог составить и многих найти и фотографии, и родственники тут же начали ездить в Сандармох карельский. Откуда название Сандармох? Найденному месту обязательно дать имя. И стали смотреть старые карты, и в нескольких километров 7, наверное, 8, может быть, 12 километров, обнаружили Сандармох нежилое. Да? Вот прекрасное слово. С финского хутор Александра. Хутор Александра? Да. То есть к мху это отношение не имеет? Нет, мох – это хутор. День памяти погибших в Сандармохе ежегодно отмечается 5 августа. Здесь тогда собирается много людей, приезжают делегации иностранные. И до 2015 года в этих мероприятиях всегда участвовали местные власти. Приезжала администрация районная, приезжали даже из Петрозаводска представители администрации. Даже, как говорят, силовики в этом участвовали. Потом все прекратилось. Мне кажется, слом произошел после 2014 года, после Украины. Потому что в Сандармох приезжали украинские делегации. Да, они были очень заметные, вот как бы такой делегацией всегда. Они были со своими флагами, они пели украинские песни, они проводили богослужения. В Украину идите, дети. В этом этапе было около 300 украинцев. Но это были люди, которых искали всегда. Как говорят наши украинские друзья, весь свет украинской интеллигенции. В этом этапе, например, было 2 украинских министра. Антон Крушельницкий и Михаил Полос, министр финансов Советской Украины. И вот там был Лесь Курбас, великий режиссер. И очень много известных в Украине людей, память о которых никуда не исчезала. Да? Понимаете, вот когда с 1997 года по 2013 год, каждый год, там 200, 300, 400, 500 человек, и вдруг мы приезжаем в 2014 году, и знаете, как будто он мертвый. Когда мы говорим о Сандармохе, там памятник стоит убиенным сынам Украины, да, о том... там и полякам, да, и полякам, очень много украинцев. Если мы начинаем смотреть биографии, среди них там очень много людей, это бывшие петлюровцы, члены правительства Петлюры, офицеры, там даже командиры бригад и так далее, да. То есть вот те люди, которые в 19 году такой небольшой геноцид еврейского народа на Украине осуществляли, вот это тоже было, да. И то есть люди, которые... расстреляли их через 20 лет не поэтому. Как бы шла же... Биография сыграла свою роль, да? Вот были украинские националисты. В 19 году они воевали с советской Россией, уничтожали мирное еврейское население, такие этнические чистки проводили. Через 20 лет их расстреляли. Мы должны честно говорить о Сандармохе. Вот не занимаясь мифами всякими. А то, что делал мемориал, на мой взгляд, да, была трагедия. Но он на основе этой трагедии создал миф. Увеличил в несколько раз численность расстрелянных, объявил их всех абсолютно такими невиновными. Да, вот они были все хорошие люди, их расстрелял Сталин, потому что был плохой. Но это не историческая версия. Это миф. Там были люди, которые сами воевали, сами убивали, и петлюровцы, и колчаковские офицеры там есть. Александр, я про вас слышал, что вы сталинист. Это правда? Как считать? Может быть, да. Еще более откровенно собиравшиеся на Дни памяти в Сандармохе стали обсуждать проблемы уже как бывшего террора, так существующие проблемы в стране, и говорили обо всем свободно, о злодеяниях говорили свободно. В шоке были власти Карелии. От 2 минимум карельских высоких чиновников я слышал, они признавались в опасениях. Много политики, а нам тут политика не нужна. Тут надо как-то все переделать, надо сделать, надо как-то, чтобы было все иначе и так далее. Конфликт государства и личность, и конфликт между правдой и фальсификацией, он естественный для эпохи. С одной стороны, Дмитриев арестованный сидит в тюрьме, с другой стороны, Ревью раскапывает Сандармох.
Да? Это То есть, случайное совпадение или нет? понимаете, я не верю в то, что это одна спланированная операция. Давайте сперва арестуем Дмитриева, потом раскопаем Сандармох. Или давайте мы сперва придумаем, что там закопаны советские военнопленные, а потом за это арестуем Дмитриева. Ну, понимаете, вот это... это так не бывает. Так не бывает. Но то, что это опять сошлось в одной точке... Звенья гребаной цепи, короче говоря. Ну, примерно, да. Причем это касается ведь не только там Сандармоха и дела Дмитриева. То есть Карелию вообще где-то с 15 года так утюжили основательно. Что вы имеете в виду? Ну, у нас были реальные политические репрессии, то есть это было уничтожение инакомыслия, и фактически политическая поляна в Карелии сейчас зачищена. То есть дело Дмитриева не было единственным? Нет, оно было в череде таких же уголовных дел против там, бизнесменов, политиков, журналистов, блогеров. Кто-то уехал за границу, кто-то там закрыл свой бизнес, кто-то оказался в тюрьме, кто-то уже даже успел отсидеть. Тут интересная история. Мы уже сняли вот Валерия Поташова, а он работает в издании «Столица на Онегу». Это онлайн-СМИ здесь, в Петрозаводске. И вот мы уже все сняли, сели пить чай. И вот Наталья Захарчук, главный редактор издания, вдруг неожиданно говорит: а у нас тут разные мнения. Я считаю, что Дмитриев виновен. Я говорю: ну мы за объективизм, давайте вас тоже послушаем. А почему вы так считаете? И я понимаю, что Дмитриев – это совсем не та фигура, в отношении которого могли бы вестись эти репрессии. То есть Юрий Дмитриев всегда работал на власть. Все те там раскопки, исследования, которые велись, да, раньше это все поддерживалось властью, ему помогали. Ну, раньше Сандармох, да, в последние да. годы совсем нет. Вот. И Дмитриев, он никогда не был оппозиционером. Почему вы считаете, что он виновен? Мне кажется, что собрано достаточно материалов следственными органами для того, чтобы его можно было признать виновным. Вот. Мне показывали фотографии, которые есть в уголовном деле. Я считаю, что они подлинные, то есть что они попали в это уголовное дело не случайно. Плюс есть ведь конкретный человек, который написал заявление на Дмитриева. Это аноним? Вот. Ну, я знаю, кто это. Кто это? Ну, просто не хочу говорить хорошо, сейчас. без имени, кто он? Ну, это бывшая супруга Дмитриева. Вообще хочу с вами поделиться одним своим наблюдением. Я же с Дмитриевым лично не знаком и никогда не встречался, но я вижу, что люди про него отзываются диаметрально противоположно. Либо говорят, что это прям настоящий человек, во всем образец, либо прям резко негативно. Вот нету никаких полутонов. Либо-либо. О чем это говорит? Что перед нами неординарная личность. Так с такими людьми часто бывает. И, конечно, сама эта история сильно людей разделила. Но и в целом, я вот думаю, это свидетельствует о том, что у нас такое время наступает все более и более черно-белое, без оттенков, к сожалению. Ну, знаете, он производит впечатление, да. Ну, то есть ему за словом в карман не лезет. То есть он может на 3 буквы послать вас сейчас спокойно, как бы, и будут ли у вас погоны или не будет, ему вообще все равно, как бы. Вот, мне кажется, это и сыграло одну из роковых ролей в этой истории. Да. Тут именно точечный какой-то удар, и тем более не хищение госсредств, или там, а именно вот такие... такие дела педофилии, насилия, которые создают ощущение такой брезгливости, что ли, к этому. Склизкость. Да, поэтому это именно макнули именно вот лицом туда, куда, после чего очень вообще, ну, как бы отмыться, очиститься очень, очень тяжело. Он, может быть, в общении бывает резкий, ну, в плане, ну, такой колкий язык у него, мог такое замечание сделать, ну, такое с юмором. Ну, это, наверное, отчасти притягивало к нему. А он добрый, он отзывчивый. У нас соседка была на 1-м этаже, вот, кстати, она бы многом могла о нем рассказать. У нее была неизлечимая уже форма онкологии.
И вот он каждый вечер с ней гулял, уже еле Серьезно? передвигался. Единственное, да, он с ней гулял, поддерживал со своей собакой. И вот этот пандус, это он сделал своими руками. Вот К сожалению, он уже без него стал разваливаться. Вот это вот, Это он сделал, да. У нее был сын-колясочник, и вот они здесь сделали для коляски инвалидной. Скажите, пожалуйста, вот летом 2016 года «Мемориал» публикует список сотрудников НКВД, поименный времен Большого террора. И в декабре того же года начинается дело Дмитриева. Могут ли эти события быть связаны? Никаким образом. Вообще. Это анекдотическое предположение, что из-за того, что Дмитриев хотел опубликовать имена палачей, и поэтому ему мстили, и так далее, и так далее. Вот эта книга соратника Дмитриева, Ивана Ивановича Чухина. Так вот, в этой книге Чухина впервые в России в 1999 году обнародованы вот, все составы троек. Все исполнители приговоров по всем местам и часам исполнения. Да, фамилии палачей есть. Абсолютно, все. Палачей в том смысле, палачей в прямом смысле, исполнителей. Не те, кто лежит на Красной площади, главных палачей, а вот исполнителей. Поэтому проблемы в том, что что-то Дмитриев, давно не работая в архивах, расскажет или опубликует, такой проблемы не было. Я думаю, всю правду мы сможем узнать только тогда, когда будут открыты архивы ФСБ или архивы там, репрессий, архивы Великой Отечественной войны. Но вы представляете, какой вал правды рухнет. Представляю, то же самое было в 80-х, когда вот первый раз открылись архивы, когда, собственно, люди узнали про Сталина, то, что мы сейчас знаем. Это что же было для многих шоком? Я думаю, что, во-первых... Кстати, развал Советского Союза очень способствовал реально. Я думаю, это будет очень неприятным сюрпризом для многих вообще людей, которые, может быть, не ожидали узнать что-то там про своих родственников, про своих предков, которые так или иначе в этом участвовали. Но вы думаете, это произойдет рано или поздно? Архивы будут раскрыты? Я боюсь, что не при нашей жизни. Помимо Сандармоха, Бутовского полигона, Коммунарки там, и других мест вот таких массовых захоронений, есть еще другие, которые мы не знаем, потому что они засекречены как были, так и сегодня у нас нет информации про них. И это про десятки мест таких идет речь, и про десятки тысяч наших сограждан захороненных. Другие места, они могут находиться в забвении, это может быть свалка, это может быть лес, это может быть застроено какими-нибудь гаражами или детскими площадками. То есть вот эта ситуация страшная, она происходит сегодня. Как вам кажется, вот за последние 20 лет интерес обывателя к такого рода историям, как Сандармох, возрос ли или упал? Вообще, эта тема репрессий сегодня, она какая-то и острая, и горячая, и вызывающая очень сильные эмоциональные реакции. А у вас растет число посетителей? Да, растет. С каждым годом количество посетителей растет. И они отличаются, конечно, от посетителей, которые были на Петровке. Чем отличаются? Ну, то есть на Петровке это просто мимо проходящие люди по яркой улице. Да, не понимали вообще, что это такое ГУЛАГ, кто это такой ГУЛАГ. То есть, правда, задавали вопрос, а кто такой ГУЛАГ? И сюда приходят люди, чуть более подготовленные, которые, как-то мотивированы, или школьные группы. Но и школьные группы, на самом деле, прям бывают абсолютно разные. То есть школьники там 8, 9, 10 классах, они могут абсолютно с разным багажом приходить. То есть может быть, что учительница приводит школьников и говорит, вот вам дети, я буду ждать их здесь. И дети вообще не понимают, куда они пришли, им нужно рассказывать прям с нуля. А есть группы, когда школьники сами записываются на экскурсию, приезжают, и, может быть, даже их родители не очень рады этому. То есть у нас прям есть такие ситуации, что из родительского комитета нам звонили, говорили, мы не очень хотим, чтобы наши дети пришли в ваш музей, но они прям настаивают, что именно в ваш музей нам нужно прийти. За все годы, как я этим занимаюсь, около 30 лет, созданием Ленинградского мартиролога, работаю на общую базу данных, занимаясь местами злодеяний, и я не увидел уменьшения количества людей, которые стучатся ко мне с вопросами и письмами. И это не только родственники, и не только уже правнуки, но и просто те, кто интересуется.
Больше всего люблю работать и рассказывать школьникам. Их число не уменьшилось при посещении этих мест. В этом моя большая надежда. Сегодняшняя российская власть политическими делами, разгоном демонстраций, пытками в тюрьмах и СИЗО, и в лагерях тоже, она сама актуализировала эту память. Память вообще хорошо спит, если она не актуализирована, понимаете? И поэтому, естественно, идет запрос в прошлое. Мы всегда проверяем, на чем стоим. Сегодня ищут не родителей, не братьев и сестер, ищут прадедов. Понимаете? И прапрадедов ищут. Запрос на правду? Запрос на корни. И это очень серьезный запрос. Знаете, друзья, не в первый раз обращаю внимание на этот парадокс. Самые ужасающие события, о которых мы узнаем, происходят в самых безобидных с виду местах. В милом сосновом лесу, который вот в этот июльский день никаких других ассоциаций, кроме как с прибалтийским курортом, не вызывает. А на самом деле это огромная братская могила. Как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. И я правда не хочу, чтобы мое отношение к предмету на вас сильно влияло в данном случае, потому что я уверен, что вот по этому поводу, по поводу сталинских репрессий и современного отношения к ним, у каждого взрослого и думающего гражданина России должно быть сформировано свое четкое личное мнение. Знаете, я сам про Сандармох узнал довольно случайно из статьи моего коллеги Шуры Буртина. Я с ним даже не знаком. Просто прочитал огромную его статью. 3 года назад он ее написал. Тоже сюда приезжал. Его эта явная история накрыла очень сильно. И текст получился прямо тоже очень сильный. Особенно финал. И я его хочу процитировать. У меня возникает чувство, что все мы, и Дмитриев, и ФСБшники, и телевизионщики, снимающие про Дмитриева разоблачительные сюжеты, подчинены какой-то мудрой и благородной силе. Что мы по-прежнему живем в мире, где появляются такие люди и такие истории, где каждому по-прежнему дается шанс найти себе дракона, чтобы с ним сразиться. 30 лет назад Дмитриев вышел на дракона с саперной лопаткой в руке. Ему говорили, что драконов нет, но он шел от могилы к могиле, по лесам, шлюзам, островам, искал его следы в пыли картотек, упорно и неотступно шел. И вот дракон вышел. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.